Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про мужчин, оленят. Хотя нет, наверное, это слишком милое название. Я сегодня буду говорить про мужчин оленей. Что ж, я тут решила выбирать какие-то более мягкие слова. Так мужчин называют другие мужчины, потому что они готовы бежать за юбкой и выполнять практически любую прихоть. И я сегодня поговорю, что это за фрукт, какой типаж. И так не называют женщины таких мужчин, потому что им удобно, чтобы рядом с ними был такой человек, который выполнял любую прихоть ихнюю. И все вытекает одно из другого. Я сегодня также скажу про женщин, которые паразитируют на мужчинах, да, и, соответственно, от этого и появляются такие мужчины-олени, и также появилось это слово оленизм. Я хочу начать с небольшого предисловия. В 2021 году наше государство заявило о национальной идее. Идея состоит в создании многодетной семьи. Здесь приписка должна быть счастливой, да, но на деле, как я уже как-то говорила в видео, 80% разводов, в том числе, значит, большие проблемы там из 600 тысяч приставов, 80% разбирается в год со всеми этими алиментами. Плюс надо отметить, значит, что мужчины на 14 лет в нашей стране живут меньше, чем женщины. Кстати говоря, там в других странах, если посмотреть, где-то может быть разница всего 3 года, но у нас так, да, поэтому некоторые мужчины мне тоже в комментариях пишут, да и, собственно, оно и понятно, что сил и нервов никаких не хватает в семейной жизни, да, и это, соответственно, тоже сокращает количество лет проживания мужчины. И, как мы всегда привыкли, да, со школы нам всегда говорили: улыбайтесь, это продлевает нам жизнь, да, ну какая тут улыбка, если, значит, против тебя, можно сказать, ну не все, да, и так громко сказано, да, но тем не менее у мужчины сейчас сложная ситуация, никакой поддержки государства нет, даже не то, что поддержки, защиты нет у государства. От этого, как бы, значит, либо есть вот два варианта: либо прогибаться, да, как бы идти на уступки постоянно женщине, да, чтобы еще потом там женщина не разбираться, не ссориться, проще вообще выполнить, что она говорит, и все, тема закрыта, да, чем тратить себе нервы. Ну, либо, соответственно, уже жить без женщины, как бы уже получать удовольствие и счастье от других вещей. Потому что вот, чтобы подкосить население, рождаемость, да, и сейчас, чтобы люди не строили отношения друг с другом, нужно подкосить в первую очередь мужчин, что, собственно говоря, идет полным ходом, и я бы сказала, ну, как бы удачно достаточно, да, хотя это слово не очень хотелось бы применять, но оно здесь подходит. И, собственно говоря, это вот к теме, да, мужчин, которые готовы вот следовать этому такому сейчас махровому матриархату, как в анекдоте, когда женщина приходит к психотерапевту, и он ее спрашивает, если, ну, она рассказывает о проблемах с мужчиной, с мужем своим, он ее спрашивает, есть ли у него мания величия. Она говорит: да, он возомнил себя главным. Это вот очень хорошо анекдот олицетворяет то, что сейчас происходит. И, соответственно, я к чему вообще это предисловие? Да, и, значит, и мне, знаете, вот тоже вот интересно, значит, если правительство объявило там, да, оно как-то хочет взаимодействовать тому, чтобы у нас с семьей было все в порядке. То, что сейчас показывается, это просто смотреть, ну, не то, что невозможно, в принципе, просто даже нельзя показывать какие-то
сплошная какая-то вся чернота и все остальное, да, то есть или какие-то там турецкие у нас, все там с ума сходят по турецким сериалам, ну, не показывают вот образ такого сильного богатыря мужчину, да, нашего, то есть все что-то вообще непонятно что. Оказывается, кроме того, что на самом деле могло бы действительно оздоровить, я перехожу, да, уже к непосредственно мужчины оленям. Значит, женщины делят на две категории мужчин. Это настоящие мужчины, которые там, ну, со всеми вытекающими, и мужчины олени, которые вот готовы подчиняться, как-то вот находиться в очень низком положении, удовлетворять полностью все желания женщины. И я могу сказать по знакомым, что такие мужчины неинтересные женщинам. Женщине в какой-то момент хочется получить отпор, такой, знаете, почувствовать силу мужчины, когда мужчина может сказать: нет, вот так я делать не буду, мне так не подходит. И может со стороны показаться, что женщине хочется, чтобы за ней там постоянно бегали, потакали ей, но на самом деле нет. Женщине хочется видеть сильного мужчину. И я думаю, что в основной массе те, которые мужчины, так по секрету скажу, и совет такой, те, кто постоянно потакает, я думаю, что таких в основном используют, к сожалению, женщины. Как раз вот, может быть, были с такой сильной очень мамой, да, или, может быть, там в семье был вот этот матриархат, когда мама там руководит ребенком, и когда, может быть, у мальчика нет своего слова. И, собственно, потом такой вот как раз мужчина, он мягко перетекает от мамы, она его так из рук в руки передает уже непосредственно женщине. Причем, как правило, женщина тоже оказывается такая, которая гайки будет затягивать и которая будет, значит, всем там руководить. Мужчина может полностью там жертвовать. То есть я читала, что там мужчина какая-то категория, которая там выбирает специально женщин с ребенком, вот он там обхаживает, у него есть немножко такой комплекс неполноценности, что и особенно женщина еще может вбить в сознание мужчины, когда они вместе проживают, что он, в общем, должен поклоняться, выполнять, да, все задачи, все, которые ставит женщина перед ним, и он как бы таким образом искупит какую-то там вину, которая ему там навязалась откуда-то, и ему там самому так кажется. То есть такой мужчина там может, ну, если у него даже что-то было, да, он может все отдать женщине, потом уже как бы обжегся. Обычно там дети, если они там палец в электричество засунули, да, их там ток они почувствовали, они уже это делать не будут. Но иногда такие мужчины, они дальше также наступают на собственные грабли, и также ситуация опять оборачивается против них, женщина еще раз там как-то его там, ну, забирает все, что у него опять там могло появиться, да. Но опять же есть категории, есть, например, такие богатые олени, да, которые спонсируют женщину, которые полностью там ее, ну, покупает все, да, как бы покупает ее внимание, покупает, скажем так, такое время, которое она с ним проводит, да, и также такие мужчины готовы вот закрыть глаза на то, что они не нужны женщине, они будут до конца бегать за этой женщиной, они вот тоже там будут добиваться ее, да, то есть, в общем, там уже пойдут в ход любые способы, то есть мужчина, конечно, такой мужчина, он слабохарактерный,
как с детства рассказывается мужчине, естественно, особенно сейчас, да, что женщина это богиня, и что женщине нужно поклоняться, и, соответственно, когда они вместе, она как бы идеал, и вот этот идеал нужно сохранять, и мужчина это должен этот цветок беречь и, в общем, положить всю свою жизнь на то, чтобы женщина была довольна, вот. Ну и, в общем, как бы, да, понятно, что это, такой мужчина, в общем, олень, он сейчас их все больше и больше появляется. Я думаю, что это мужчины как алкоголики, знаете, которые никогда не признаются, что как алкоголик никогда не признается, что он алкоголик. И также мужчина, ну я уже извиняюсь, да, и надеюсь, что я никого не обижу, но просто это так называют их, это не я придумала. То есть такой мужчина, он никогда не признает, что он олень, и то, что он бегает за юбкой, да. И могу сказать, что есть у меня знакомые, которые вот сидят дома долгое время, но это вообще там женщина работает, а они сидят, и все, и они все выполняют. Вот я слежу за такими мужчинами в магазинах, вот они все по списочку покупают, что им скажут, они еще перезвонят и спросит: дорогая, а ты там какой жирности молочко просила? Они вот прям тебе в клювике все принесут и будут готовить, как кухарка дома, вот. А женщина там на работе впахивает. Ну, вообще вот эта одомашнивость мужчины происходит, когда он долго сидит время. Мужчина все-таки должен быть в социуме, он должен реализовываться, у него вообще должно быть какой-то, да, цель какая-то, ну, такая более серьезная, я бы так сказала. Поэтому вот эта вот печальная история, когда мужчина становится уже таким немножко домашним животным, который все время дома и который на связи с женой, каждый шаг он, а куда пойти, а ты сказала, и вот он уже ничего не может без своей жены или без девушки сделать, или без женщины. Ну, на эту тему я еще поговорю, это такая большая тема, я выделю как-то отдельное видео, прям поговорю конкретно про этих мужчин. Я сейчас хочу поговорить про паразитирующих женщин, которые прям вот высасывают кровь. Мне тоже мужчины пишут некоторые о том, что вот прям очень хорошо чувствуют на себе вот эти вот схемы манипуляции женщины. Женщина действительно умеет это. И когда женщина прям может опускать мужчину, да, в прямом и переносном смысле, то есть где-то там сравнивать, пилить его, да, постоянно. Либо женщина, это мужчина, он работал, да, хочет прийти в тихую гавань как-то, чтобы его обласкали, а там еще тоже ему, там, в общем. И, знаете, на эту тему мне вспомнился фильм «Паразиты». Вот он был показан на Каннском фестивале. Наверное, вы многие из тех, кто интересуется, да, кино, смотрели этот фильм, и там вот очень хорошо показано, что по сути, как бы, да, богатая и бедная семья, по сути, они все паразиты, они все за счет кого-то, чего-то хотели как-то улучшить свою жизнь нечестно. И там очень хорошо еще показана вот эта лестница, когда для того, чтобы там бедной семье, да, для того, чтобы что-то сделать, нужно подняться, и насколько там показывается, что это тяжело сделать, да, и вот как раз вот эта лестница такая условная, женщины хотят перепрыгнуть через эту лестницу, они не хотят пошагово подниматься по ней, хотят перепрыгнуть и хотят, чтобы мужчины вертелись, как бы, вроде как представляется, что мужчина — это такая конечная цель счастья его, это именно союз с женщиной, с которую он будет там лелеять и все делать для того, чтобы она была счастлива. А если она не счастлива, то как бы миссия мужчины непонятна в этом мире. Да? Ну, как бы что-то примерно такое. Вот. Но с паразитирующими
живущими женщинами сейчас, которые прекрасно понимают все, что я сейчас описала, да, мужчины, естественно, не хотят связываться по причине того, что просто используют их как, ну, как вот средство либо какого-то достижения своих каких-то там целей, да, за счет как раз вот как в фильме «Паразиты», за счет этого мужчины, чтобы просто жизнь как-то улучшить, вот. Ну и либо просто, чтобы вокруг этой женщины как-то бегал этот мужчина как раз как олененок, да, и все прихоти ее выполнял. Ну и подытожу видео и скажу, конечно, что, как из песни, не стоит прогинаться под изменчивый мир, не стоит мужчине прогибаться под женщину постоянно, да, у мужчины надо сохранять стержень свой мужской. И, как известно, оптимисты меняют мир, поэтому давайте мыслить оптимистично и верить в то, что ситуация с мертвой точки как-то она изменится, да, и уж не знаю, когда займутся этим вопросом, где будет понятна роль женщины, где будет понятна роль мужчины, и все это будет в таком здоровом формате. Вот. Но я надеюсь к тому, что когда точка деградации у нас уже будет настолько критичная, то с этой точки мы, как птица Феникс, да, она возродится и дальше уже будет расти снова. Все, спасибо большое. Такие вот у меня мысли. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся уже завтра. До новых встреч. Пока.